Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Германия оказалась под давлением сразу с двух сторон. На Ближнем Востоке усиливается напряжение вокруг главной нефтяной артерии мира, а внутри страны символ технологического прорыва завод Tesla наполовину пустеет. Что это значит для нас? Прямые последствия для кошелька, от резко выросших счетов за отопление до туманных перспектив на рынке труда. Почему зеленый проект Tesla буксует в Грюнхальде и как конфликт в Ормузском проливе может изменить цены в наших супермаркетах? Здравствуйте, я разбираю главные экономические тревоги Европы за несколько минут. Итак, сейчас хочу обсудить с вами тему, от которой сегодня буквально трясет аналитиков в Германии, но о которой пока не все говорят простыми словами. Ситуация, как вы видите, на Ближнем Востоке резко изменилась, и на самом деле это в корне меняет все расчеты для Германии. Вы наверняка уже видели новости, военные действия США против объектов в Иране и ответное заявление Тегерана. Казалось бы, где мы, а где Иран? Но есть одно место на карте, которое называется Ормузский пролив. И вот от этого крошечного участка воды сейчас зависит, сколько вы будете платить за свет, за отопление и даже за продукты в магазине. Мы с вами должны понимать масштаб. Через это бутылочное горлышко проходит 20% всей мировой нефти и огромная доля сжиженного газа. Если там хоть что-то пойдет не так, мировая экономика столкнется с резким ростом нестабильности и цен. Давайте разберем, почему для Германии это не просто какая-то геополитика. Мы привыкли думать, что цены на нефть это только про заправки. Но вы же знаете, как все устроено на самом деле. Нефть это фундамент. Если дорожает баррель, значит дорожает и логистика. Если дорожает логистика, растут цены на все. Что привозит грузовик к вашему дому и что в супермаркете. И это цепная реакция, которую невозможно остановить просто приказом правительства. Но есть и вторая проблема – это газ. После того, как мы с вами перестали получать газ по трубам из России, Германия сделала огромную ставку на СПГ – сжиженный природный газ. Его везут танкерами со всего мира, из Катара, из Соединенных Штатов Америки, и вот тут начинается самое интересное. СПГ – сжиженный природный газ – это глобальный рынок. Представьте себе огромный аукцион прямо в океане. Если в Азии, например, в Китае или Японии начинается паника, они приходят на этот аукцион и говорят: мы дадим больше. И чтобы эти танкеры доплыли до немецких терминалов, нам приходится переплачивать. Если конфликт на Ближнем Востоке усилится, рынки отреагируют ростом неопределенности. И платить за эту панику будем мы с вами. Тут важно понимать одну вещь, о которой редко говорят прямо. Рынок это не только цифры, это еще и эмоции. Сейчас на биржах доминирует ожидание повышенных рисков, а страх в экономике это всегда, вы знаете, дополнительная наценка. Смотрите, как все это работает. Даже если Иран еще ничего не перекрыл и танкеры идут своим курсом, трейдеры уже нервничают. Они думают, а вдруг завтра пролив закроют. Дай-ка я куплю нефть сейчас, пока она не подорожала. Миллионы людей думают так же, и цена ползет вверх просто на ожиданиях. Мы с вами уже сегодня платим за рост премии, за неопределенность, хотя физического дефицита еще нет. Это психология, которая бьет по карману каждого немецкого домохозяйства. Теперь давайте посмотрим, что говорят наши политики. Канцлер Фридрих Мерц уже не раз заявлял: Германия должна стать независимой, мы должны минимизировать нашу уязвимость. Звучит как отличный план, и мы все хотим, чтобы так и было. Но давайте будем честными перед собой, реальность куда жестче. Германия это промышленный гигант, нам нужно колоссальное количество энергии, чтобы работали заводы BASF, чтобы выпускались машины Volkswagen, чтобы работала химия и металлургия. Мы по-прежнему критически зависим от мировых маршрутов, мы не можем просто взять и отгородиться забором от мировых цен. Любое обострение на Ближнем Востоке быстро отражается на немецкой экономике. И никаких лозунгов пока это не изменяет. Мы с вами в одной лодке со всем остальным миром, и эта система сейчас находится под сильным давлением глобальных процессов. В Брюсселе тоже понимают серьезность этой ситуации. Урсула фон дер Ляйен настаивает на том, чтобы все страны Европы закупали газ вместе одной большой группой. Зачем это нужно? Логика простая. Если мы будем действовать поодиночке, мы начнем конкурировать друг с другом. Германия будет предлагать больше денег, чем Франция, Италия больше, чем Германия.
В итоге мы сами же разгоним цены до небес на радость продавцов. Но давайте зададимся вопросом, насколько это реально. Когда наступает настоящий кризис, солидарность часто трещит по швам. Мы это видели и во время пандемии, и в начале энергетического кризиса. Если конфликт затянется, хватит ли Европе выдержки не вступить в жесткую ценовую конкуренцию за поставки газа? Это огромный вызов для европейского общества. И вот мы подходим к самому главному вопросу. Что же дальше? Главная проблема сейчас не в том, что цена выросла на пару евро. Главная проблема – это неопределенность. Запомните, если это напряжение затянется на месяцы, Германия получит новый виток давления на свою промышленность. А промышленность – это наши рабочие места и наши налоги. Если же, не дай бог, Ормузский пролив будет реально заблокирован, мы увидим совсем другие цифры. Это будет не просто дорого, это может стать экономически даже невыгодным для части покупателей. Мировой рынок нефти теряет 20 миллионов баррелей в сутки. Такой дефицит стал бы крупнейшим за много лет. В этом сценарии инфляция, которую мы видели недавно, покажется нам просто цветочками. Друзья, я не хочу вас пугать, но мы должны смотреть на вещи трезво. Германия сейчас находится в зоне очень высокого риска, мы зависим с вами от глобальной логистики больше, чем когда-либо, и любое внешнее событие может вызвать серьезные экономические последствия. Следующая новость, одна из самых важных. Вы наверняка помните, какой ажиотаж был всего пару лет назад, когда Илон Маск танцевал на открытии своего завода в Грюнхеде. Это называли промышленным проектом десятилетия, новым сердцем немецкого автопрома и символом того, что Германия наконец-то догнала будущее. Политики стояли в очереди тогда, чтобы сфотографироваться на фоне конвейеров и обещали нам техническое чудо в Бранденбурге. Но сегодня мы с вами обсуждаем совсем другое, довольно неприятный факт. Завод работает, внимание, меньше чем на 40% своей мощности. Представьте себе, этот гигантский механизм, в который вложили миллиарды евро, стоит наполовину пустым. Больше половины потенциала просто простаивает. Будущее должно было быть громким и быстрым, оказалось гораздо скромнее, и мы с вами должны разобраться, как же так вышло. Давайте посмотрим на сами факты. Когда завод проектировали, целью было выпускать, напомню, по 500 тысяч машин в год. Потом замахнулись и на миллион. Ну а реальность 2025-2026 годов ударила по этим планам наотмашь. По последним данным, за прошлый год в Грюнхеде, внимание, собрали меньше 150 тысяч электромобилей. Это даже не половина от установленной мощности в 375 тысяч единиц. Почему это важно для нас? Мы должны понимать, что завод такого масштаба – это не просто здание, это тысячи рабочих мест и сотни компаний-поставщиков вокруг. Если завод работает в полсилы, поставщики не получают заказов, смена сокращается, а экономический эффект для региона Бранденбург заметно снижается. Это не закрытие, нет, но это точно не тот бурный рост, о котором нам кричали из каждого утюга. Вы спросите, а где же покупатели? И тут мы упираемся в суровую экономику. Причина простая до боли. Спрос на электромобили в Европе резко просел. И виноваты в этом не только технологии, но и политика. Во-первых, субсидии резко сократились. Раньше государство доплачивало за покупку, а теперь покупатель остается один на один с ценником. Во-вторых, кредиты. Вы сами видите, ставки в банках, брать машину в долг стало намного дороже. В-третьих, стоимость электричества. В Германии оно одно из самых дорогих, и экономия на топливе уже не выглядит такой очевидной, как раньше. Добавьте к этому жесткую конкуренцию. Китайские бренды, я вам рассказывал, активно расширяют присутствие на рынке, который дешевле Tesla, по технологиям уже почти не уступает. Рынок перестал расти теми темпами, на которые рассчитывал Илон Маск, и теперь в Грюнхельде вынуждены бороться за каждого клиента. Но есть и еще один слой этой истории, о котором мы должны с вами знать. Буквально на днях в Грюнхельде прошли выборы в производственный совет, и обстановка там остается напряженной. Профсоюз IG Metall требует нормальных коллективных договоров и человеческих условий труда. Илон Маск, как мы с вами знаем, профсоюзы недолюбливает. В недавних видеообращениях к сотрудникам он и руководство завода прямо заявили, если внешнее влияние станет слишком сильным, об расширении завода можно забыть. То есть нам намекают, что руководство завода связывает расширение производства с внутренними условиями работы. Это настоящий тупик. С одной стороны интересы рабочих, с другой жесткие методы управления Маска. А что же власти? Канцлер Фридрих Мерц сейчас везде говорит о необходимости вернуть промышленную силу Германии. Он обещает сделать страну привлекательной для инвесторов, но пример Грюнхельде показывает нам важный урок. Одних инвестиций, красивых таких вот зданий мало. Если рынок стоит, если у людей нет денег или желания даже покупать, никакой завод не поможет.
В то же время в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен продолжает гнуть свою линию: зеленая трансформация любой ценой. Цель остается прежней – пересадить всех на электричество. Но реальность сейчас намного сложнее. Мы с вами видим, что потребитель не всегда готов платить больше просто ради идеи. Так что же мы с вами имеем в итоге? Завод в Грюнхеде стал зеркалом всех проблем современной Германии: слишком дорогие ресурсы, забюрократизированность и попытка перепрыгнуть через рынок. Мы с вами должны следить за этой историей, потому что если проект такого масштаба начнет сворачиваться, это станет важным сигналом для всей европейской промышленности. Как вы думаете, сможет ли сегодня Tesla выплыть за счет новых моделей вроде Model Y Juniper, или завод в Грюнхеде таки останется работать на 40%? Пишите в комментариях. На этом пока все. Спасибо за просмотр.